Всем приветик, дорогие мои друзья! Вы на канале Мари Арт, живопись маслом. Меня зовут Марина Берник. Сегодня будем писать такую интересную работу. Мне ее заказали. Референс вертикальный формат, ниже горизонтальный. Это мой вариант. Дело в том, что попросили сделать горизонтальную, для интерьера подходит. То есть как хотите так делайте. Если горизонтальную, то вот холст 50 на 70, с правого края отступила 15 сантиметров, потом отложила 35, и вот в этот вот прямоугольник уже вписываю, а дальше фон уже прорабатывать буду свой. Беру угольный карандаш, буду намечать им. И начинаю я делать разметочку с нашей шляпки. Вот видите, краешек шляпки, это как раз таки, если делать вертикальный формат, будет как раз таки упираться почти в край. Прорабатываю. Здесь нужно хорошо уделить внимание краю шляпки, так как у нас там будет рука. Да, если мы сделаем где-то не так изгиб, то как бы рука будет уже больше. И вот видите, где я остановилась. Это, в принципе, и край картины будет, если кто будет делать вертикальный формат. Также 50 на 70 можно перевернуть, расчертить. Расчертила, кстати, 5 на 5. Бокалы. Высота бокалов. Здесь вот я немного ошиблась. Надо было на клетку выше. Сейчас я это замечу, исправлю. То есть я тоже, видите, не робот, могу ошибаться. Вот я беру ластик, подтираю слегка. Ну, у меня как раз получится эта линия, линия вина. Вот здесь. То есть третья клетка снизу бокал. Такой вот большой, прям крупные они. Также слегка намечаю ножку. Смотрите, линия уровня налитого вина будет менее изогнутая, чем край бокала верхний. Также в оригинале, если посмотрите, правый бокал, он слегка обрезан. Я его, естественно, продолжаю, выхожу за границы вот этого контура. Продолжаю шляпку уже, фантазирую, то есть уже от себя я это делаю. То есть мне захотелось ее вот так вот слегка закруглить, и там дальше ее потом размою. И вот сейчас очень аккуратно, просматривая все детали, намечаю губку верхнюю. Она там у нас, дальше лицо не видно, прячется за шляпкой. Нижняя губа чуть-чуть видна, линия зубок. Смотрите, слегка утапливайте, не делайте на уровне с краем губы, чтобы она у нас не лошадиные зубы у нее были, а такие аккуратненькие. Верхний край руки, в принципе, идет по форме шляпки. И заканчивается вот край бокала правого. Сейчас я намечаю, я уже как-то говорила в каких-то мастер-классах. Сначала я смотрю общую фигуру руки, кисти. То есть вот эти вот изломы, изгибы, да, все. А потом уже вот в эту форму начинаю вписывать все пальчики. Вот косточки, да, показываю. И уже не спеша, то есть всматриваясь, где какой пальчик, как изгибается. Если как бы сложно, да, то есть говорят, что портрет писать сложно, но кисть руки не легче, скажу вам так. Тоже очень сложно. Можете, в принципе, кто будет рисовать, захочет, да, такую работу написать, подойти к зеркалу, примерно сделать так же, и как бы увидеть все эти изгибы пальчиков, где у нас какие фаланги, как изгибаются, и также повторить.
Также, что касаемо ноготков, не все они будут смотреть прямо, да, как бы где-то мы их на мизинчике, тем более будем как бы боком видно, будем видеть ноготочек. Обращаем внимание, докуда, да, пальчики доходят, то есть они немного заходят на бокал. То есть отходим, смотрим, как бы как издалека получается рука. Понятно, что пока нет света, тени, будет казаться, что прям очень ужасно. Подбородок наметила, здесь под рукой часть тела, там ее будет, линию волос. И здесь немножко плечик, кофточка будет видна. Удлинила чуть-чуть указательный. Тоже, когда отходите, смотрите, то есть видно. Беру текстурную пасту, такой большой мастихин, потому что площадь большая. Вот столько, смотрите, сколько набираю. И то, что за девушкой, за бокалами, да, вот этот весь фон наносим ее так вот фактурно. Где-то можно даже, знаете, как вот мастихином пришлепывать, такие тоже отпечатки классные получаются. Но очень такое вот условие, не надо закрывать полностью весь холст. То есть где-то какие-то кусочки именно холста должны оставаться. Почему? Потом, когда мы к фону подойдем, я вам объясню, и даже будет видно. Эффект такой будет красивый. Заполняю все места, вот справа, слева от девушки. Также под бокалами, вверху вот там вот маленький кусочек шляпки также заполняю. Довольно-таки пастозно наносим, чем как бы будут такие вот эти вот бугры, рельеф больше, тем вот красивее будет. Ну, сантиметровые, конечно, тоже выступы не надо делать, в меру, но не совсем, знаете, приглаживайте его. И вот этот кусочек маленький, да, про который я говорила. Текстурная паста надо, чтобы постояла, подсохла. Кисть вот такая вот у меня щетинка, довольно-таки жесткая. Надо, чтобы она подсохла. Вот пока мы будем прорабатывать нашу девушку, она подсохнет. Растворитель финский текуриловский, без запаха. Беру красный, желтый. Вот я оранжевый выдавила, он даже мне и не понадобился. То есть на него не обращайте внимания, он не нужен. И белилки. И такой вот цвет довольно-таки оранжеватый. Кисть очень-очень жесткая, либо, знаете, можно какую-то старую, которая вот прям ворсинки не гнутся, такая вот прям жесткая. Нанесла подбородочек. На капельку берем краплака красного. И вот там, где ручки у нас, да, вот теневая падает от них, оттеняем и пальчиком мягко растушевываем. Краешек подбородочка потихонечку добавляю белый, чистое белило беру и плавненько растушевываю, то есть постепенно высветляю. Постепенно. И вот пальчиком слегка смягчаю. Беру краплак и таким цветом закрываю губки. Там, где они у нас виднеются. То есть начинаем прорисовывать все детальки. Голубая ФЦ вообще самую грамулечку, одну ворсиночку испачкали и все. Оттенили также губки. Чистым красным краешки высветляем. То есть получается уже такой, да, свет, тень, полутень. Белилки пастозненько ставим на губках блечочки, чтобы они у нас сочные были. Помадка на губах блестела.
коричневатым оттенком, тоже теневые, вот под пальчиком, да, падает, под губкой тень, под пальцем. Наносим, берем красочки чуть-чуть и постепенно, аккуратненько, с мягкими переходами. Вот белила розовенький, чуть-чуть коричневого, вот таким цветом, ни в коем случае не белым, прорисовываем зубы. А краешек уже можно потихонечку добавить слегка белил и подвысветлить чуть-чуть. Тем же оранжеватым цветом прорабатываю пальчики. Кстати, работу я назвала «Ожидание». Спасибо Валентине, не знаю, как правильно ваша фамилия произносится, Мартычева. Извините, если неправильно говорю. Спасибо за... Было очень много, ребята, вы все молодцы. Такие названия. Но хотелось чего-то такого. Вот «Ожидание» больше подходит, как бы. Сначала думала, не дождалась, да. Но как-то вот она улыбается, значит, она все-таки его дождалась. То есть такой сюжет, картина-загадка. Вот. И «Ожидание» все-таки она, видимо, его увидела, дождалась, да, вот 2 бокала и улыбается, то есть он идет к ней. Спасибо вам за помощь. И вот смотрите, когда я нанесла вот этим оранжевым пальчики, да, сверху начинаю я их высветлять белилками, так же, как мы с подбородком делали. Краплачок потихонечку, понемножку добавляем к низу пальчика, как бы оттеняя его. Сверху постепенно, понемножку белилки добавляем, потихонечку. И добавляю я их не сплошным мазком на весь палец, а то есть там, где у нас вот косточки, да, фаланги разделяются, там будет у меня более теневые места, а уже сами, забыла, как называется, ну, то есть от фаланги до фаланги, да, пальчики, там они будут у нас посветлее, то есть со светом, с тенью. Также вот коричневатым оттеняю легкую тень, как разделила пальчики, да, между собой. Можно брать и черный, но очень-очень вообще аккуратно, мизер прям его. Вот сейчас я его взяла, и видите, он такой, смешиваясь с вот этим телесным цветом, становится такой дымчатый. Не черный, не чернюшный, вот такой. Следующий пальчик также, видите, вот от костяшки до костяшки высветляю верхушечку и плавненько растушевываю. И, соответственно, снизу. С краплаком тоже аккуратно, очень такая ядреная краска, тем более для цвета кожи, чтобы не были руки красные, прям такие нарочито красные. Также этим цветом, вот светлым, когда высветляю, то есть где-то уже смотрю, в цвете уже лучше видно, да, форму кисти, пальчиков всего. То есть смотрю, где мне надо, допустим, подзакруглить фалангу, да, где-то там пошире сделать, ну, то есть уже просматриваю форму. Дальше с 2 пальчиками этими следующими проделываю то же самое. Закрываю сначала тем оранжеватым цветом, который мы изначально замешивали. И направление, смотрите, вот сюда, вот в этот уголок, то есть. Также теневую. Теневой также можно где-то пальчик, к примеру, подрезать, если нужно будет. И опять-таки наметилась я костяшечку, да, она такая будет неровная линия, дуга слегка. И опять постепенно начинаю высветлять пальчики.
Обязательно делайте мягкие растушевки, чтобы было цвет кожи, да, вот такой вот мягкий, переходы, объем вот этот был, что у нас пальчик это в принципе форма цилиндра, да, он у нас как бы овальненький, кругленький, должно быть плавные вот эти вот переходы, тогда будет это ощущение. И мизинчик. Мизинчик у основания такой вот, видите, потолще, потому что он уже как бы в ладошку там переходит. Низ опять-таки понемножку добавляю краплачок. И теперь уже саму кисть руки высветляем. Также не спеша, потихонечку, постепенно. И мазочки направляем все вот к бокалу, в уголок сюда, да, руки. Здесь вот цвет таким вот треугольником. Тоже как положить правильно свет-тень, это тоже очень-очень будет влиять на форму кисти. Здесь вот видите, такой вот лодочкой, дугой. Внизу опять-таки краплачок и мягенько-мягенько смягчаем. Проложили свет, потом тень и мягко все это растушевываем. Если краплака, вот как сейчас, да, я положила, получилось много, берем белилки и гасим его. Немножко черного добавила вниз и плавненько растушевала. Кисть щетинку возьму такую, и вот эти вот все грубые мазочки, не по пальчикам, а вот по кисти самой, смягчаю, прохожу легким-легким движением, чтобы такие мягенькие переходы были. Аккуратно-аккуратно приглаживаю. Делаю опять телесный цвет, только краплачка добавляю больше. Там уже теневая, вот у нее часть тела, область декольте, возможно, такая вот будет потемнее в тени, посмуглее. И теневая падает от руки, от бокала, коричневый прокладываю и границу мягенько растушевываю. То есть самая такая теневая остается у нас около пальчика, около бокала, а дальше она мягенько сплавляется с этим телесным цветом. Цвет не белый, ноготочки красим ей. Не белый, а такой вот какой-нибудь коричневый с красным, на белилах, конечно, белила преобладают, но такой вот не белый. И сухой кисточкой можно уже где-то подрезать этот цвет, придать ноготочкам более такую красивую, аккуратную, ровную форму. А белым уже чистым пастозно поставить, как бы лак у нас не матовый, да, маникюр, а блестящий, вот где-то он слегка блестит. Цветом тела на большом количестве разбавителя заполняем бокалы. Бокалы у нас прозрачные, значит сквозь них будут видны предметы. Поэтому у нас здесь под рукой там отражение руки, да, какое-то преломление. В левом бокале тоже там у нас. Потом грязно-фиолетовые оттенки на белилах, красный с голубой ФЦ. Вот здесь темно-фиолетовый потемнее. Краплак с голубой ФЦ заполняем полностью жиденько так вот на разбавителе вино наше. Под пальчиками я черным проложила вот здесь по бокалу, то есть там теневая.
Также чуть-чуть вот этим бордовым цветом вина, он будет в любом случае отражаться, какой-то рефлекс давать на ножки бокалов, тоже чуть-чуть. Чистым черным, очень-очень-очень, ну прям очень тонким слоем заполняем эти бокалы. Прям втираем с усилием, чтобы очень тонко было. И обязательно, конечно, использовать вот этот вот жидкий разбавитель для фона. Он нам будет очень кстати. Смотрим на формы бокалов, то есть чтобы они у нас были максимально ровненькие. Более светлым серым заполняю оставшиеся части, которые у нас не закрашены в бокалах. То есть перемешиваю между собой. Оттенки должны быть такие вот дымчатое такое состояние. То есть переходы из цвета в цвет. Не должно быть каких-то сильно резких границ, поэтому между собой их перемешиваем. Хорошо они также перемешаются, если будет тонкий слой. Чистый коричневый беру и заполняю пока этим цветом, аккуратненько обходя губки, зубки, пальчики, заполняю волосы около лица и внизу там под рукой между бокалов тоже немножко чистым коричневым. У меня это Ван Дик коричневый. Можно взять Марс коричневый, без разницы. Текстурная паста наша, посмотрите, уже подсыхает, более матовая становится, не блестит. Пока мы все это дело прорабатываем. Заполняю и дальше вот так вот на фон выбрасываю коричневый, как бы нет четкой границы. В этот же коричневый добавляю белил, немного красного на большом количестве разбавителя, щетинной кисточкой, которой мы смягчали ручку. Начинаем уже причесывать нашу девочку, то есть таких вот светлых участков добавляем какие-то освещенные пряди. Даже можно белилок брать в самых освещенных местах, но очень-очень аккуратно. Вот здесь тоже, смотрите, сразу высветлять около руки не надо. Там должна быть все-таки теневая. Чуть ниже уже опускайтесь и делайте эти светлые прядки. Чистый черный беру тоже, опять-таки, на большом количестве разбавителя. Прорисовываю эту ленточку на шляпке. Также где-то какие-то теневые чистым черным цветом. Вот, видите, так вот. Свободными мазочками. Но стараюсь как бы задать вот это вот направление, изгиб шляпы самой. То есть не как попало закрашиваем все-таки, а направление задаем ей. В черный добавляем белил, такой довольно-таки темный серый цвет, потому что нам надо будет еще высветлять, чтобы у нас был запас, куда еще высветлять. Закрываю оставшиеся части шляпы. Аккуратно опять-таки прохожу там, где у нас губки, рука. Не спеша, не спеша. И потом оставшиеся части вот плашмя положила кисть щетину и закрасила вот это все. Заходя на черный, ничего страшного, то есть смело-смело закрашиваем. И теперь фон. Вот смотрите, взяла такой вот черный, да, от волос идет у нас черный цвет. А потом немного белилок набираю. Беру белила, но этой же не протертой грязной кистью после черного. И получается такой вот темно-серый. И теперь на большом количестве разбавителя опять-таки беру чисто белый, но грязной кисточкой. И вот он получается такой вот. Обязательно очень-очень много разбавителя, чтобы у нас
вся эта красочка, то есть во все вот эти вот фактурки везде зашла. То есть она же у нас такая шершавая получается. И, то есть удобно, когда жидкий разбавитель. Здесь пока работаю маленькой кисточкой, вот обхожу аккуратно бокалы, линию волос, шляпки. Вот забыла здесь докрасить кусочек плечика, у нее там кофточка какая-то бордовая, краплаком. Вот то, что был намешан. И вот сейчас беру строительную кисть, щетинку, и вот такими круговыми движениями на большом количестве разбавителя заполняю полностью фон. Но неоднородно, видите, темное пятно поставила и растерла его, размазала, таким вот дымчатым сделала, туманным. Почему большим количеством разбавителя? Чтобы как бы он у нас хорошенечко везде во все складочки, эти заломчики попал. Около лица делаем всегда светлее фон, за темнее. И также пространство перед лицом оставляем больше, смещая, да, как бы, то есть по композиции так правильно. Вот теперь смотрите, когда я закрасила верхний правый угол, видите, о чем я тогда хотела сказать вам по поводу фона? Где остался холст, он такой вот фактурка холста видна. А вот эти вот мазки, они более гладкие получаются. То есть получается разная фактура, и это интересно. И грязной кисточкой черная вот где-то так вот по серенькому поводила. Мастихин рыбка. Беру в серый цвет наш замешанный, добавляю белого больше. И такими вот мазочками начинаю задавать движение шляпки. Красочки набираю пастозно, прям довольно-таки много на мастихин. И прорисовываю. То есть здесь, как вы нанесете мазочки, вообще без разницы. В плане того, что движения мы опять-таки придерживаемся. А сколько их будет, какие они будут, как придерживайтесь самого направления мазков, да. А там уже как у вас получится, так получится. Вот смотрите, красочки набрала вот столько. Как получить такой мазок? Сначала широкий, поставили. Видите, как бы под углом мастихин. Сейчас замедленно показываю. Ведем, ведем и постепенно краешек мастихина поворачиваем, направляем к углу шляпки. И он получается с одного края широкий, а с другого узкий. И вот где-то придавливая, где-то прям пастозно наношу. То есть разнообразно. Также был заказ, чтобы была фактура. Вот я и пытаюсь добиться этой фактуры. Сначала хотела я краской фон делать, потом я решила все-таки, что текстурная паста с этой задачей справится лучше и интереснее. Ну и, конечно, я не прогадала. Вот сейчас немножко краски беру и очерчиваю, чуть-чуть очертила бокал. Краплаком заполняю места, которые вот у нас в вино наше налитое, да, очень так вот бледненько, да, но не везде. Опять-таки, где вот красочка легла и там холст просвечивается, некоторые места можно оставить. Это опять-таки будет, ну, дополнительно, да, разные фактуры. Где-то плотно красочка лежит, а где-то совсем такая вот почти холст виднеется. Прорабатываю также один бокал, сразу второй. В краплак добавляю красного, делаю яркие моменты, какие-то вот свет попадает в вино, да, преломляется, оно светится, искрится там. Кое-где таких. Чистый красный будет очень яркий, а вот красный с краплаком как бы в самый раз. Но пока нет бликов, кажется, что очень темный оттенок. Но появятся блики, и сразу оно загорится, заиграет. То есть вот кое-где, да, подбрасывала. Еще вот, смотрите, мастихином пристукиваю на торец мастихина,
чтобы тонкие линии процарапывать. Не наносите вот эти вот блики, да, вот искрящиеся одинаково, то есть по-разному в бокалах. Как и белые вот эти вот блики мы будем наносить, так и вот это красное вино. Старайтесь разнообразно, чтобы было. Аккуратненько прохожу, смотрю, придаю форму бокалам. Не старайтесь сделать идеальную ровную линию сплошную, чтобы она одинаково была очерчена. То есть наоборот, где-то она прервалась, где-то она жирнее, где-то потоньше. Это наоборот таки хорошо. Начинаю делать блечочки. Вот здесь блечок такой, как окошко отражается. То есть сделали два коротеньких, да, вверху, и такие более протяжные, длинные, что-то похожее на окошко. Также блики наносите по форме бокала, чтобы показать объем, что он у нас не плоский, а все-таки это такой цилиндрический предмет. Линию вина также подчеркнула. И вот создаю разнообразные блики на бокале. Резкими движениями, красочки пастозно. И обязательное условие, так как у нас уже есть внизу краска, да, и она еще сырая, подвижная, она может очень хорошо и легко подмешиваться. Поэтому, чтобы нам нанести, то есть минимальное нажатие на холст, то есть касаемся красочкой холста, но не придавливаем. Также второй бокал прорабатываю. Вот если где-то неудачный блик получился, можно черному подрезать. Также линию вина. Видите, она где-то тоньше, где-то потолще. Резким движением таким вот по форме. Также низ слегка очерчиваю ножку, чтобы она у нас не потерялась темная, да, там в фоне как бы немножко намек на нее был. Добавляю блечочки разнообразные, чтобы были не повторяющиеся как на одном бокале, так и на другом. Потому что свет везде по-разному падает на них, да. Ну, естественно, полностью так вот сильно, очень уж много не забиваем, чтобы вино наше красивое, оно было видно. И теперь, смотрите, беру, прям пачкаю просто поверхность нашего мастихина, да, вот этой плоскости, и поверх царапаю. То есть получается эффект, вот эти вот замятости, заломинки, которые остались, они только окрашиваются в светлый цвет, а та темнота, которую мы нанесли, да, она остается темнотой. И только макушечки прокрашиваются, осветляются. И получается такой вот классный, как состаренный эффект. И вот так вот маленьким-маленьким количеством, постоянно набирая на мастихин небольшое количество. Растираю, вот так вот ввожу по всей поверхности. Также внизу немножечко и там, где кусочек этот над шляпкой. Смягчаю границу шляпки и фона, придавливая чуть-чуть красочку, чтобы она так вот явно не выделялась, как вырезанная, да, была, а чтобы с фоном. Вот посмотрите поближе, какой классный эффект получится. Видите, вот холст, где сама текстура холста, она вот такая вот больше получается как матовая. И вот эти вот замятости, они более глянцевые. И такой вот, ну, просто на видео, на фото, но это не передать. Нереально очень красиво получилось.
Я думаю, заказчик будет доволен. Вот шляпка, края, видите, пастозная краска лежит, вот пальчики. Красный, видите, краплак, он есть, вроде краснит, но не очень красный, а такой вот приглушенный. Вот такая работа получилась. Спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайки этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем и каждому, кто пытался подобрать название, огромное спасибо. Всех благодарю. На этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи в новом видео. Пока-пока.